Привет! Вы на канале Django School. Меня зовут Михаил, и это 4-й урок из курса по Django 3. Мы проработали примерную структуру наших таблиц. Если не видели данный урок, ссылка будет в подсказке. Давайте напишем наши модели. Открываем файл Models, и тут будем писать модели. Итак, давайте рассмотрим подробнее код. Импортируем Models из DjangoDB. Я создал класс и назвал его Category. Наследуется от класса Model. Далее мы описываем поля, они же столбцы в таблице. Мы пишем атрибуты класса, которые по сути являются экземплярами классов полей. Name – char field. Обычное текстовое поле принимает необязательный первый позиционный аргумент с многословным именем. Если подробное имя не указано, Django автоматически создаст его, используя имя атрибута поля, преобразовав подчеркивание в пробелы. Передаем максимальную длину 150 символов. Description – text field – текстовое поле, в котором мы не указываем ограничения. URLs – slug field – текстовое поле, содержащее только буквы, цифры, подчеркивания и дефисы. Оно обычно используется в URL. Максимальная длина 160 символов, и указываем, что это поле должно быть уникальным. Метод str вернет строковое представление нашей модели. Класс meta – это просто контейнер класса с некоторыми опциями, метаданными, прикрепленными к модели. Он определяет такие вещи как имя связанной таблицы базы данных, является ли модель абстрактной или нет, единственное и множественное число имени и так далее. Verbose name – имя для объекта в единственном числе. Verbose name plural – имя для объекта во множественном числе. Напишем модель для режиссеров и актеров. Давайте подробнее рассмотрим класс Actor. У нас будут следующие поля. Name, chart field, максимальная длина 100 символов. Age, positive small integer field, допускает положительное значение от 0 до 32 767, по умолчанию 0. Description, text field. Image, это image field, проверяет, является ли загруженный объект допустимым изображением. Указываем директорию, куда будем загружать изображение. Напишем модель для жанров. Name chart field, максимальная длина 100 символов. Description text field, URL slug field. Далее напишем класс модели для фильмов. Title chart field, максимальная длина 100 символов. Tagline chart field, максимальная длина 100 символов, по умолчанию пустое. Description text field, Poster image field, Year positive small integer field, год выхода фильма, по умолчанию 2019. Country chart field, максимальная длина 30 символов. Director many-to-many field, отношение многих ко многим. Указываем модель actor и явно передаем имя для поля.
Имя, используемое для отношения от связываемого объекта. Films Director. Actors. Many-to-many field. Указываем модель actor. Related name. Film actor. Genres. Many-to-many field. Указываем модель жанра. World Premiere. Date field. Дата премьеры. По умолчанию date to day, то есть сегодняшняя дата. Скобки не ставим. Импортируем date из модуля datetime. Budget. Positive integer field. Бюджет картины. По умолчанию 0. Help text. Дополнительный справочный текст для отображения виджетов формы. Fees in USA. Positive integer field. Сборы в США. По умолчанию 0. Fees in world. Positive integer field. Сборы в мире по умолчанию 0. Category. Foreign key. Отношение многие к одному. Указываем модель категорий. Обязательный аргумент onDelete. Устанавливаем setNull. Данный аргумент указывает, что будет происходить, если мы удалим связанную запись. Если мы удалим категорию, то данное поле будет равно null. Указываем, что поле может быть null true. URL slug field. Максимальная длина 130 символов. Draft. Черновик. Boolean field. Логическое поле. По умолчанию false. Теперь напишем класс модели для кадров из фильма. Title. Chart field. Максимальная длина 100 символов. Description. Text field. Image. Image field. Movie. Foreign key. Указываем модель фильма. onDelete устанавливаем в каскад. При удалении фильма все связанные кадры тоже удалятся. Далее давайте создадим модель рейтинга. Rating Start. Value. Small integer field. Подобный integer field, но допускает значение от минус 32 768 до плюс 32 767. По умолчанию 0. Rating. IP. Char field. Максимальная длина 15 символов. Star. Foreign key. Указываем модель рейтинга. Movie. Foreign key. Указываем модель фильма. Теперь давайте напишем модель отзывов к фильму. Класс Reviews. Email. Email field – это chart field, который проверяет, что значение является действительно адресом электронной почты. Name – chart field, максимальная длина 100 символов. Text. Text field – максимальная длина 5000 символов, для того, чтобы отзывы были короткие. Parent – foreign key. Указываем self, то есть запись будет ссылаться на запись в этой же таблице. onDelete устанавливаем setNull, blank true, поле не обязательно для заполнения. Null true. Movie. Foreign key. Указываем модель фильма. onDelete cascade. Отзывы удалятся вместе с фильмом. Вот мы и написали модели для нашего приложения. Теперь давайте создадим файл миграций, выполнив команду python manage_py make migrations. Видим сообщение о том, что нету изменений для создания миграций. Это произошло по той причине, что мы не добавили наше приложение в installed apps файла settings. Давайте перейдем в наш файл settings и в список installed apps добавим наше приложение. Теперь выполним команду повторно. Теперь у нас показывается ошибка о том, что нам нужно установить библиотеку Pillow.
Давайте ее инсталируем. Она у нас успешно установилась, и теперь можно выполнить команду pattern manage py migration повторно. Как видим, Django нам указывает, для каких моделей были созданы миграции. Также в папке Migrations у нас создался новый файл миграций. О миграциях вы должны думать как о системе контроля версий для ваших схем и базы данных. Make Migrations отвечает за упаковку изменений вашей модели в отдельные файлы миграций, аналогично фиксации. Теперь выполним команду python manage py migrate. Команда migrate отвечает за применение и отмену миграции в вашей базе данных. Выполнив данную команду, видим, что миграции прошли успешно и в нашей базе создались таблицы. Файлы миграции, созданные таблицей, мы рассмотрим в следующих уроках. И чтобы не пропустить, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик. Если будут вопросы, пишите в комментариях или в группе ВКонтакте и Telegram. Ссылки в описании. До встречи!